На готовой работе картина из шерсти гортензия. Я сейчас продемонстрирую, из чего она состоит. Итак, мы открываем фоторамку, достаем картину, стекло. Дальше у нас картина шерстью. Вот у нас хорошо видно, сколько здесь слоев. Флизелин, слои шерсти и внизу задник с подклеенным белым листочком. Здесь мы работали без шаблона контура. Вот из таких слоев у нас состоит картина. Она послойно, постепенно складывается в шерстяной рисунок. Затем накрывается стеклом и оформляется в рамочку. И вот так выглядит в готовом виде. Для рисования картин шерстью нам потребуются следующие инструменты и материалы: фоторамка, острые ножницы, пинцет, клей, флизелин. Это такой нетканый прозрачный материал. Он используется в качестве подложки под картину. А также нам потребуются волокна. Шерсть овечья, окрашенная в гребенной ленте, и декоративные волокна. Открываем фоторамку. Достаем задник со стеклом. Убираем стекло. У нас есть вот такой задник жесткий здесь. И бумага. Бумагу можно сразу подклеить. Дальше мы сверху накладываем флизелин. Если мы с вами будем работать по шаблону, значит под флизелин вот сюда можно положить лист с распечатанным шаблоном. Под флизелином будет хорошо виден рисунок. И все, мы можем приступать к рисованию шерстью. Итак, какая шерсть используется для рисования картин? Это шерсть, которая продается в магазине, там, где размещены товары для валяния. То есть эта шерсть подходит как для валяния, так и для рисования шерстью картин без заваливания путем раскладки на флизелин под стекло. То есть эта шерсть очень тонкая. В данном случае я держу шерсть австралийский меринос от фабрики DHG. Это шерсть с тониной 19 микрон. Чем тоньше шерсть, чем тоньше волокно, составляющее шерсть, тем удобнее рисовать. Шерсть продается в виде гребенной ленты, то есть это такая вот ленточка. И волокна в гребенной ленте, они размещены параллельно относительно друг друга и составляют вот такую вот прядь. Длина волокон порядка 7-10 сантиметров в среднем, да? И можно вытягивать из гребенной ленты пряди разной толщины и плотности. Это задает сам художник. Перейдем к методам работы шерстью.
Итак, шерсть мы можем с вами вытягивать. То есть берем гребенную ленту и смещаем волокна относительно друг друга, вот так вот вытягиваем. И у нас вытягивается прядь шерсти. Можно вытягивать тонкие маленькие прядки, а можно широкие пряди. Вот такие вот большие. Это рисование шерстью методом вытягивания. То есть вот таким образом можно работать. Другой метод позволяет получить шерстяную вату или паутину. Нам потребуется сгиб ленты. И вот здесь у нас выходят с поверхности сгиба шерстяные такие вот волоски. И мы их вот таким образом будем набирать в ладошку. То есть я вот таким образом выщипываю шерсть. И если я это делаю очень часто, интенсивно, то у меня в правой руке образуется вот такой пушистый комок шерсти, очень плотный. Это шерстяная вата. И вот таким образом можно работать шерстью. Причем я могу получать вот такую толстую шерстяную вату, могу получать тонкую. Вот я взяла чуть-чуть, у меня получилась очень тонкая разреженная паутинка, чтобы имитировать акварельные эффекты. Да? Ну и эту паутинку мы тоже можем, если она очень плотная, а нам нужно тоньше, можем ее разреживать вот так в руках, растягивать, и она будет тоньше. Вообще шерсть, она очень похожа на технику акварели при рисовании. То есть чем толще слой мы накладываем, тем больше укрывистость. И цвет будет интенсивнее. Чем тоньше, тем, соответственно, цвет будет менее яркий. Буквально вот чуть-чуть лессировочный такой получается оттеночек. Кроме того, что шерсть можно вытягивать вот такими прядками, шерстью можно работать на разрыв. Когда мы вытянутую прядь отрываем, то есть мы не вытягиваем, а именно разрываем, то есть работаем на разрыв, и у нас получаются вот такие вот маленькие прядки. То есть вот буквально вот такие. Такими маленькими прядками также можно рисовать. То есть мы можем рвать, а можем вытягивать шерсть. Да? Здесь у нас получаются длинные пряди, и таким образом у нас получаются маленькие короткие мазки. Также шерстью можно работать кручением, когда мы вытягиваем прядку тоненькую и одновременно ее подкручиваем рукой. Мы получаем вот такую тонкую ниточку, которой можно рисовать предметы. Эта ниточка может быть стебельком, травинкой, веточкой, чем угодно. Также шерсть можно нарезать. То есть мы не только работаем руками, но и ножницами. Нарезать ее можно так мелко, как вам нужно. То есть можно ее прям мелко-мелко нарезать в пух. Вот таким образом. Очень мелко, да? Или можно нарезать крупнее и работать такой шерстью. Укладывать ее таким образом. Также можно нарезать нащипанную уже шерсть, шерстяную вату. То есть мы сначала щипанием получаем эту вату, и потом ее нарезаем. И у нас получается вот такая по фактуре шерсть, немножечко мягче. Также вот такую шерсть можно не просто нарезать, а вырезать из нее фигуры. Например, можно вырезать круг. То есть можно вырезать круг и довести его уже дальше до ума. Также можно вырезать и из гребенной ленты, из пряди, которая вытянута, например,
Вот я вытянула прядочку широкую, и я из нее вырезаю, например, лист. Таким образом. У меня получается листик. Также шерсть можно смешивать. Например, я беру желтый цвет лимонный и зеленый цвет. Набираю зеленый цвет и желтый. И перемешиваю их друг с другом. То есть я много раз вытягиваю и складываю их. И у меня получается зеленый оттенок, уходящий в желтый цвет. То есть он получается светлее и желтее. Смешивать нужно до той степени однородности, которая нам необходима. Итак, вот у меня получился новый цвет из двух основных оттенков. Вот у нас зеленый до смешивания и желтый. И мы получили вот такой цвет. Смешивать также можно щипанием. Я беру белый и сиреневый, к примеру, и набираю то сиреневый, то белый, то сиреневый, то белый. У меня получается светлый оттенок, вот такой. Давайте сравним. Вот у меня белый цвет, вот светлый сиреневый и сиреневый. То есть, смешав два вот этих оттенка, мы получаем третий средний цвет. Мы его высветляем. Итак, подытожим, каким образом мы можем работать с шерстью. Мы можем вытягивать пряди различной толщины и ширины. Мы можем набирать шерстяную вату. Она очень пушистая, акварельная и мягкая по фактуре. Да? Мы можем отрывать мелкие прядки. А из более мелких делать еще более мелкие. Вот такие вот мазочки могут быть. Также мы можем делать тонкие ниточки кручением. Также мы можем шерсть нарезать мелко, либо крупно. Также мы можем шерсть смешивать. Например, я беру коричневый цвет и желтый. Можно добавить третий цвет еще. И перемешиваем до нужной степени однородности. И получаем третий цвет. Иногда вот эта полосатость тоже нужна для декоративных целей. Итак, вот мы можем получать еще другие оттенки, примешивая шерсть других цветов. Также мы можем вырезать из шерсти фигуры. То есть мы можем работать с вытянутой прядью. То есть мы можем ее вырезать и получать какие-либо фигуры. Например, вот такой вот листочек можем получать. И то же самое можно сделать из шерсти, которая нащипана.
Для декорирования финишных слоев можно использовать декоративные волокна разные. Чаще всего я использую шелк либо вискозу. Вот здесь у меня вискоза. Это материал, который отличается от шерсти сильным блеском. То есть шерсть у нас матовая, а вискоза и шелк у нас очень сильно блестят. В чистом виде они не используются, они всегда примешиваются к шерсти. Например, я беру шерсть близкого оттенка и примешиваю к нему вискозу, декоративные волокна, перемешиваю. И вот у меня получается уже прядь, у которой есть блеск. И уже с этой прядью я могу дальше работать. Для чего мы используем декоративные волокна? Чтобы усилить эффект от некоторых деталей, добавить им блеска. Например, середочки цветов можно рисовать шерстью, к которой примешаны декоративные волокна. Тогда они будут более яркими, будут гореть и активно брать на себя внимание. Поэтому у цветов на переднем плане можно рисовать с вискозой детали, а на дальнем матовой шерстью.